Последнее время я замечаю за собой, что такие игры мне все чаще нравятся меньше, чем такие. Call of Duty, Horizon Zero Dawn, нет, вы ведь помните Dredge? Видео по нему набрало неимоверное количество просмотров, игра мне невероятно сильно понравилась, и тут, должен вам сказать, по-моему, я нашел что-то подобное, если даже не еще круче. AAA игры это, конечно, хорошо, но со временем все они стали слишком однообразны, а когда видишь игру, где, считай, нет привычного тебе интерфейса, где мир ощущается по-настоящему живым и интерактивным, ведь уровень взаимодействия с ним поднят просто до невероятных высот. Когда видишь такое, то не успеваешь понять, как игра тебя поглотила, и даже 100 дней не хватает, чтобы ты был готов с ней расстаться. Айо, чуваки, вы на канале Айдо, и это 100 дней выживания в ламповом и невероятно увлекающем Астронир. Машет руками мужчина красивый, прощается с нами, прощайте счастливо. Мы плачем зачем-то, мы смотрим куда-то, где звезды нам светят так ярко. Так ярко, ведь космос нас ждет, космос нас любит, космос живет в каждой из судеб. Космос, привет, космос нам верит, выключи свет, закрой все двери, космос нас ждет. Астронир — это песочница, которая покорила меня не только визуально, но и геймплейно. Трудно объяснить, как это работает, но здесь буквально каждый игровой процесс, каждое действие играется до невозможного приятно. Такое выражение, пожалуй, еще никогда не применяли к играм, но Астронир — это невероятно тактильная игра. Создается ощущение, будто ты взаимодействуешь с миром своими собственными руками. Основываешь базу, создаешь производственные цепочки, которые в будущем даже сможешь автоматизировать. Исследуешь необычную флору, а потом находишь неизвестный артефакт, что после использования как будто бы разрывает пространство вокруг тебя. Обнаруживаешь на планетах необъяснимые технологии, а потом не успеваешь опомниться, как движешься к ядру планеты, затаив дыхание, ведь ты даже не представляешь, что тебя там ожидает. В игре куча планет с разной длиной суток, но ввиду того, что основной геймплей происходит именно на их поверхности, то одним днем, как бы базированно это ни звучало, будет считаться время, за которое планета совершит полный цикл вращения вокруг своей оси. А поскольку дни здесь длятся довольно быстро, то привычно этому каналу разбивки на них не будет, и на протяжении видео вы просто будете видеть вот этот счетчик. Не будем затягивать, ведь больше уже некуда, и отправляемся в приключения длиною в 100 игровых дней. Началось все с отправки капсулы на неизвестную планету, причем произошло все не только без экранов загрузки, а даже прямиком из меню игры. По приземлению капсула трансформировалась на какую-то небольшую базу с... Я думаю, что это взлетный полигон или что-то в этом роде. Хоть игрушка и выглядела очень просто, но почему-то я сразу же влюбился в эту картинку. Управление было довольно необычным. Чтобы поворачивать камеру, нужно было держать зажатой правую кнопку мыши. Я случайно нащупал какой-то инструмент, что разрушал ландшафт и перерабатывал растения в органику. Пока мне не хотелось делать что-то, чего не следует делать, так что я просто покопался в кнопках управления. Здесь было круговое меню с интерактивными элементами, инвентарь в виде странного рюкзака, список заданий, и сделано все было довольно необычно и интересно. Все инструменты, что я мог вызывать на клавиши, также могли вызываться и прямиком из рюкзака. Признаться, мой мозг немножко ломался от такой интерпретации меню. Я поигрался с убежищем, из разъемов доставались провода для подключения чего-то, а то, что я считал взлетным полигоном, по итогу было доской с заданиями, и первое уже было завершено. Как я понял, за него мне дадут какую-то награду, и нажав на эту кнопку, я действительно ее получил. Довольно необычным было взаимодействие с предметами. Вместо привычного интерфейса с ячейками здесь все управлялось максимально тактильно, если так можно выразиться. Я переместил оба полученных устройства, но пока не знал, что с этим делать. По итогу один из них подключался к убежищу через розетку, а второй, с ним было ничего не ясно, но благодаря уму или случаю я подключил его прямиком в разъем на своей базе.
Повезло, что он примагнитился, потому что я бы еще долго думал, что с этим делать. Мне ужасно хотелось пойти на все 4 стороны и исследовать планету, но пока я здесь не знал и не понимал совершенно ничего, так что решил опираться на журнал заданий, надеясь, что он плавно проведет меня по игровым механикам, потому что после классических выживалок это все было чем-то уникальным. Мне нужно было установить какие-то опоры для генератора кислорода, и тогда я еще не понимал, что было этим самым генератором. Вот только где их брать, не упадут же они на меня с неба. В итоге с помощью этих столбиков выстраивалась сеть, проводящая кислород. Правда, пока что я не замечал особо, чтобы в этом была нужда. Проложил линию я к лесу, потому что он казался наиболее богат ресурсами. Нашел какую-то раковину, что исчезла после ее исследования, а мне дали немного какой-то валюты. Вот это странное скопление, похожее на хаотичное образование молекул, я решил не оставлять и сразу собрал. После этого я увидел, что на некоторых растениях есть интерактивные объекты. Они тоже исчезали после исследований, награждая меня чем-то, именуемым байтами. Я случайно разобрал дерево на семена, перенес на пару метров и вырастил из него новое дерево. Не знаю, зачем все это нужно, но наблюдать за ростом дерева в реальном времени было неожиданно приятно. Пока я бегал по округе, особо далеко не отходя от лагеря. Неподалеку находились уламки каких-то станций, похожих на мою. Как я понял из обучения, их можно будет разбирать на металлолом. В этом мусоре я нашел, кажется, работающий элемент, который забрал себе. А после я понял, что наш герой задыхается. Теперь стало ясно, для чего нужны линии для передачи кислорода. Эти опоры, кстати, удалось переместить прямо на рюкзак, на что-то вроде слота быстрого использования. Вот только, как видите, в этой игре инвентарь был вшит в саму модель рюкзака, как и все остальные элементы, с которыми мы могли взаимодействовать. Это очень хорошо сказывалось на атмосфере и погружении игры. Я добыл желтые скопления, что оказались смолой, и, видимо, таким сейчас и было мое текущее задание. Залежи находились даже под слоем земли, и ради выполнения задания пришлось здесь немного порыться. За выполнение задания с кислородными опорами мне дали небольшой контейнер для почвы. Он крепился на стенку убежища, правда, непонятно, зачем это вообще нужно. По идее, логично, что разрушая почву своим инструментом, мы можем ее и собирать. Вот только как применить этот контейнер к нашему мультитулу? Оказалось, что взаимодействие с ним было таким же, как и с инвентарем в целом. Можно было переключиться на него и просто перенести контейнер на соответствующее крепление. После этого я увидел, как, разрушая ландшафт, шкала на этом контейнере стала заполняться. Еще одно задание было выполнено. Дальше нужно было собрать соединения. Для этого я повыбрасывал из инвентаря все добытые ресурсы, надеясь, что они не пропадут спустя время, а сам подался искать нужные залежи. К моему счастью, всего через пару минут я его нашел. Не знаю, почему это называлось соединением, по идее это какая-то горная порода, ведь оно даже не лежало где-то под землей. Но задание в конечном итоге было выполнено, и мне прислали еще пару плюшек. Пока я распаковывал полученные посылки, заданий стало только больше. Полученными плюшками был небольшой склад в виде полки и 2 платформы, непонятно для каких целей. Единственное, что они давали, это подключение к сети, благодаря чему эта полка могла складываться и разворачиваться. Я перенес туда выброшенные ресурсы, а после пошел разбираться, что же там за задания ожидают меня дальше. Одно задание касалось улучшения инструментов, а второе – печати среднего принтера. Из него я и решил начать. На маленьком принтере я напечатал средний, а на среднем смогу напечатать еще более крутой большой принтер. Yes, science! Он уже не работал просто так, а ставился на платформу, и, по сути, теперь понятно, зачем они вообще нужны. В качестве награды я получил еще одну, но уже больших размеров, и когда стало видно, что постройки стали скапливаться, я решил все это дело немного упорядочить. Я поставил оба принтера последовательно на одну линию передач, чтобы как-то сортировать весь этот бардак и потом мочь в нем разобраться. Заданий стало еще больше, и у меня уже чесались руки все это построить и опробовать, открывая для себя новые взаимодействия с миром. Следующим делом мне нужно было сделать малый генератор энергии, но разобраться во всех этих рецептах мне было довольно сложно. Я проверял и малый принтер, и технологии, что можно будет открыть, но такого рецепта мне не попадалось. Я решил построить камеру для исследований. Мне попадались какие-то штуки, которые можно было изучать. Вот, кстати, как раз одна такая была буквально в паре десятков метров от меня. Когда она была готова, я поместил глыбу внутрь. На панели управления этого устройства было видно, что ему нужна энергия. Поскольку на самой капсуле не было разъемов, я поместил ее на платформу, что подключил к общей сети. И тут процесс пошел.
Исследование длилось несколько минут, и по ходу него я получал немного байтов. Теперь уже было ясно, что нужна эта валюта для разблокировки новых технологий. Я увидел, что у ландшафтного манипулятора есть несколько режимов работы, и решил немного выровнять площадку вокруг моей станции. Искать рецепт генератора пришлось долго, пока я не увидел, что в мой рюкзак тоже вмонтирован небольшой принтер. Жесть, это похоже на тот старый мем с West Coast Customs, только в нашем случае устанавливали не мониторы, а принтеры. Если ты не заделаешь эту дыру, я клянусь, я ее тобой заделаю. Вот так и работаем. В любви и согласии. Генератор был очень маленьким и работал за счет органических ресурсов, причем запас их истощался крайне быстро. Еще одно задание было выполнено, ведь я провел свое первое исследование, но как получить награду за его выполнение, я что-то не понял. Раньше на этом месте была кнопка. По другим квестам мне нужно было собрать 2000 байт, что в принципе я и сделаю с помощью исследовательского модуля. В лесу оказался какой-то фрукт или овощ, который тоже можно было поместить в него. Так что получение байтов это лишь вопрос времени. Еще одним из заданий было нахождение источника странного света. Я прям словил флешбэк из Дреджа, ведь там приходилось заниматься тем же. Но этим я решил заняться чуть позже. Все равно мне не хватило столбов для передачи кислорода. По пути назад я увидел глубокую и темную пещеру, попытался сделать себе аккуратный спуск, чтобы потом как-то вылезть наружу, но каким-то слишком крутым он получался, так что я эту затею пока что бросил. По возвращению домой у меня была дилемма. Следующим заданием было создание плавильной печи, но я никак не мог найти ее рецепт. Ни в мелком принтере, ни в среднем, ни в принтере из рюкзака, даже в каталоге его, кажется, не было вообще нигде. Это немного подкосило мое душевное равновесие, но заниматься чем-то все равно было нужно. Какое-то задание, как мне показалось, требовало от меня руду, а в игровой энциклопедии я увидел, что некоторые из руд располагаются в горных биомах. Тут меня осенило, а что если рецепт печи откроется после того, как я добуду свою первую руду? Быть может, те соединения в почве рудой фактически не считались. Я проложил путь к горному биому, нашел этот огрызок материалов и понес его домой. Может быть, прямо под ними будет располагаться рудная жила, но на деле снова голяк. Я проверил список рецептов еще раз, снова ничего не нашел, создал большую платформу, сам не знаю зачем, у меня была маленькая надежда, что построив что-то новое, я открою эту чертову печь. Наконец-то я понял, почему кнопка получения награды у меня не появлялась. Все эти плюшки сбрасывались исключительно на этот мини-полигон, и взаимодействовать с квестами, соответственно, нужно было именно через терминал, а не через рюкзак. Я установил батарею, что мне подогнали, и увидел, как та постепенно зарядилась, но, признаться, пока я особого смысла в ней не ощутил и не понял. От безысходности я вернулся в старую пещеру, вспомнил, что мой инструмент может не только опускать, но и поднимать. Правда, пользоваться всем этим добром мне было ох как неудобно и неприятно. Я чуть не умер от кислородного голода, свалившись вниз пещеры. Но в конечном счете понял, как организовать себе плавный спуск. С этим мне помог инструмент для выравнивания почвы, и в таком режиме создавать себе тропы было во много раз легче. Здесь лежали залежи соединений и какая-то враждебная органика, а чуть дальше кварц, который, по-видимому, я смогу переработать в стекло. Но рецепта печи так и не появилось. Я увидел для себя возможность спуститься еще ниже. В этот момент в полной темноте, прокладывая себе тропу в неизвестность, атмосфера игры поглотила меня целиком. Что-то подсказывало мне, что ничего опасного здесь не будет, но почему-то я чувствовал легкое волнение. На этом уровне пещеры я нашел сфалерит и какую-то капсулу. Ее можно было открыть, вложив в разъем какой-то ресурс. Пока у меня в голове есть лишь одна догадка – вставить туда батарею. По возвращению у меня осталась лишь одна идея, как можно напечатать чертову плавильную печь. Я решил построить большой принтер. Честно, я не знаю, что я делал не так до этого, потому что я не заметил, чтобы что-то поменялось. Но в среднем принтере появился рецепт плавильной установки, чему я был несказанно рад.
Пока она печаталась, я начал прокладывать путь к неизвестному свечению. На пути нашел малую ячейку с кислородом, что единоразово увеличивало кислородный бак в размере 80 секунд пребывания без источника кислорода. Путь привел меня к большому непонятному сооружению, напоминавшему постройку какой-то высокоразвитой цивилизации. На ней было 3 каких-то терминала с возможностью подключить к ним питание. Учитывая, что у меня пока нет таких технологий, чтобы провести энергию сюда напрямик, это дело пока подождет. Интересно, что же там с печью. Чтобы выделить для нее платформу, я пока отложил большой фильтр в сторону. Следующим шагом была добыча латерита и выплавки из него алюминия. Вот где, кстати, и писалось о скалистых участках, под которыми я подразумевал горный биом. Но в этот раз я решил поступить иначе, правда уже после того, как потратил сутки на его исследование. Игровой день проходил очень быстро, его хватало только на какие-то самые базовые действия, и надеюсь, с учетом того, как я путаюсь в этой игре, я успею за эту 100-дневку добиться хотя бы каких-то успехов. Пока я плавил то, что у меня уже было. Из полученного цинка я сразу же сделал маленькую батарею, чтобы немного увеличить объем энергии и ее подачу хотя бы на время. Будет здорово, если я смогу открыть какие-нибудь автоматические генераторы энергии в виде солнечных панелей или чего-то еще. Дальше я переплавил имеющийся кварц на стекло, еще раз гонял в горный биом, но в этот раз уже хотя бы вернулся не с пустыми руками. Вот только для выполнения задания мне нужно было выплавить алюминий, и где искать именно его, я все еще не знал. Неожиданно в лесу неподалеку я нашел закрытый контейнер, открываемый с помощью взрывчатки. Надеюсь, она откроется поскорее, мне слишком интересно, что же находится там внутри. В итоге я вернулся в пещеры, надеясь отыскать здесь что-то новое. Я пробовал вставить энергоячейку в разъем той капсулы, но это не помогло. Скорее всего, здесь нужен какой-то конкретный ключ или пропуск. И опять-таки очень интересно, что скрывает от наших глаз эта металлическая оболочка. Спустившись еще глубже, я бы сказал на 3-й уровень вниз, я наткнулся на враждебное создание, испускавшее на меня какую-то странную дымку. Оказалось, что уничтожить его можно так же просто, как и собирать почву. И, о чудо, здесь и находились залежи латерита, который в будущем превратится в алюминий. В пещере на одном из уламков я также нашел вот этот странный артефакт, в описании которого были чьи-то записи, и его можно было активировать. Либо мне кажется, либо этот артефакт начал разрушать пространство. Я построил еще одну платформу под склад, а дальше постройте трактор. Для него как раз и нужен был алюминий, так что это не заняло много времени. Он не съезжал с места, но я сразу же заметил сзади него вилку кабеля, значит его просто нужно подключить к сети. Да, эта штука работает. Я не знаю почему, я сразу же почувствовал какой-то детский восторг от того, что эта хрень правда работает. Жаль, что здесь было всего лишь 4 деления заряда батареи, но я сразу же расширил их с помощью дополнительных блоков. За выполнение задания мне дали прицеп, на который помещалась небольшая платформа с 8 точками крепления. Это очень сильно упростит игру. Правда, сомневаюсь, что я смогу заехать на нем в пещеру. Но вот бороздить просторы поверхности планеты – это прям легко. По еще одному заданию я сделал себе модификаторы для мультитула. Один из них ускорял деформацию рельефа, а второй ускорял добычу твердых пород вроде камня. Но по итогу я и тот, и второй выбросил, ведь места для баков сбора почвы не оставалось. Нашел в лесу неподалеку маленький ветровой генератор, чему был очень рад, ведь это уже целиком автономный источник энергии, а не те сжигатели, которые постоянно нужно было заправлять. Дальше нужно было найти залежи глины. Я побегал полденька в их поисках, но в конечном итоге решил пока что построить центрифугу почвы, которую недавно открыл. Я пока не знал, насколько полезной она окажется по итогу. Когда я разобрался, как она работает, моей радости не было предела. В ячейку сверху вставлялась капсула с почвой, контейнер наполнялся, а после центрифуга могла добывать из нее какой-то конкретный вид минералов. И да, здесь можно было достать глину. Каждый вид минерала добывался в разном количестве ввиду сложности своей добычи. Но только представьте, мне не придется искать эти минералы под землей, что просто-таки невероятно круто. Правда, теперь я боюсь, как бы после моего пылесоса от планеты ничего не осталось. В печи из глины я добыл керамику, а потом понял, что
вблизи с моим трактором в скафандре не заканчивается кислород. Получается, можно поехать куда угодно и насколько угодно долго. В тракторе стояла пара батарей, и я решил отправиться к месту с уламками и какой-то большой платформой. Здесь на самом деле было много интересного. Упаковщик, с которым я не имел понятия, что делать, еще одна батарея. Правда, ради экономии места я катался без остановки около 2 минут по округе, чтобы сжечь одноразовый аккумулятор и уже на его место поставить батарею. Здесь же я нашел породу для исследования и, что уж там, решил отвезти ее домой. А на той большой платформе я нашел, вот так удача, солнечную панель для добычи энергии, не особо полезную капсулу, где можно было просто сохранить игру, и такую простую, но в то же время полезную лампу, добавившую в мою жизнь чуть больше света, так сказать. Пришлось сделать 2 ходки, потому что батарея была средних размеров и крепления ее не подошли под прицеп, в котором на самом деле было место. Вдруг меня осенило. Зачем ограничивать себя аккумуляторами, которые рано или поздно придется заряжать? Я забрал сжигатель, работающий на траве, что растет буквально повсюду, и установил его на прицеп. Таким простым действием я сделал свою ласточку автономной. Теперь ее батареи можно будет перезаряжать в любой момент. Я еще немного расширил площадку под базу и сделал маленькую перестановку, чтобы все 3 принтера стояли рядом друг с другом. Пока байтов у меня не хватает, стоит улучшить свое транспортное средство. Для этого мне снова понадобился алюминий, которого у меня уже не было. А добыть этот материал в центрифуге почвы, увы, было нельзя, так что я вернулся в ту самую пещеру, параллельно немного разровняв там рельеф для более легкого перемещения. Еще немного поигрался с артефактом, надеюсь, я не уничтожу эту вселенную простым нажатием одной кнопки, а потом сделал себе пару прицепов. Вот теперь эта машина, правда, стала машиной. Поскольку в тракторе был безграничный источник кислорода, я решил заняться бесполезным, но таким интересным делом. Мне захотелось проехать всю планету, обогнув ее экватор, по пути, само собой, лутая полезные плюшки. Всего где-то через сутки я оказался на противоположной стороне планеты, что было видно по компасу, но вот дорога домой заняла куда больше времени. Мне пришлось ехать через леса, через горы, и последние давались ох как непросто. Тут лежал странный артефакт с опять-таки какими-то дневниками ученых. Его активация перемещала шар в новое место. Я был уверен, что этого всего должен быть какой-то финал, но по итогу шар мне пришлось оставить из-за кислородного голода. В конечном счете оказалось, что вот этих строений на планете было несколько, кажется 3 штуки, и интересно, для чего они вообще нужны. А вернулся домой я по итогу только на следующий день. За построенные модули улучшения мультитула я получил центрифугу почвы, которая на самом деле у меня уже была. А как здесь разрушать постройки или вообще как избавляться от мусора и лишних скоплений ресурсов не знал ни я, ни игровое обучение. По-видимому, сделать это было нельзя никак. Поэтому я сразу приступил к следующему заданию – печати авторуки. Я не понял, это что, автоматизация? Признаться, к такому я готов совершенно не был. Мне до сих пор снятся кошмары, где я не знаю, как верно расположить заводы. Для манипулятора требовался алюминий и графит. Для меня это, как понимаете, совершенно не было проблемой. Графит в очень малом количестве я добыл из почвы, алюминий у меня оставался с предыдущих раскопок. Эта клешня могла перекладывать предметы из пустого в порожнее, и на данном этапе игры я не особо представлял, как мне может это пригодиться, разве что в заполнении складов каким-то конкретным ресурсом. Но опять-таки, поскольку я не знаю, как уничтожать излишки ресурсов, то делать их большими партиями я не хочу, чтобы не захламлять без того захламленную базу. Нужно будет это все как-то упорядочить. Прикольно, но пока бесполезно. За выполнение задания мне пришла вот такая вот длиннющая конвейерная лента. Да, кажется мне, что на поздних этапах от природы на этой планете не останется ничего, а останутся только схемы автоматизации. Позади остался довольно длинный путь, но это был еще не финал. Следующим шагом стали вот эти капсулы. Я долго думал, как же их открыть, пока не понял, что где-то я уже видел этот символ. Так и оказалось. В игровой энциклопедии у каждого ресурса был свой символ, и латерит был подозрительно похож на то, что было изображено на этой капсуле. И, конечно же, это сработало. Правда, я не думал, что в них будут простые объекты для изучения, что дадут мне пару сотен байтов. На второй капсуле был нарисован значок энергии, но батарея не помогла. Видимо, слишком слабая выходная мощность. Но что если просто взять несколько таких батарей? Звучало глупо, но это сработало.
Угадайте, что игра подарила мне за это задание. Новое транспортное средство. Правда, сесть в него было нельзя, но хотя бы здесь мне не пришлось долго ломать голову, потому что за время игры я неоднократно видел чертеж какой-то кабины. Это она и была. Автомобиль назывался вагонеткой и служил, пожалуй, чисто для разведывательных целей. Но сейчас мы его заценим. Стоит отдать должное, он был довольно быстр, но трактору он и в подметке не годится. Я прокопал небольшую пещеру в горе, чтобы сделать что-то наподобие гаража, и спрятал его там. Открытие упаковщика не дало мне абсолютно ничего. Игра в плане обучения была довольно молчалива, и что с ним делать, как его применить, мне никто не рассказал. Я понимал, что в эту капсулу, скорее всего, перемещается несколько стаков ресурсов, но пока я в этом особо не нуждался, так что просто выбросил его и продолжил заниматься делами. Наградой за этот квест стал утилизатор отходов, перерабатывающий маленькие уламки. Как я понимаю, металл можно будет либо продавать, либо обменивать на специальные станции, но опять-таки пока это не для меня. То, что произошло дальше, меня очень сильно заинтересовало. Очевидно, этой крохотной планетки для нашего героя уже было недостаточно, да и весь перечень ресурсов совершенно точно был раскидан по разным планетам, так что продвинуться дальше без открытия новых металлов у меня не получится никак. Нужно было построить ракету. Вот только как? В очередной раз я не смог найти рецепта. Честно, не понимаю, как это работает. Целый игровой день я листал список рецептов вперед-назад, но так и не мог найти нужный чертеж малой капсулы, чтобы убраться из этой планеты. Прошло немало времени, но я таки нашел этот сраный чертеж. А все благодаря, нет, не внимательности, а благодаря вашей подсказке в Телеграме. Для него снова нужен был алюминий. Надеюсь, что единственное найденное мною месторождение еще не опустело. Если что, это малый шаттл. Выглядит интересно, но для взлета он все еще не готов. С помощью алюминия и аммония, добытого из центрифуги, я построил твердотопливный двигатель. Сделал генератор кислорода, без него покидать поверхность планеты нельзя было никак. В награду за это задание мне должны были дать еще один движок и полевое убежище, но забирать я их не стал. Все равно они не поместятся в моем рюкзаке, а вот на новой планете, скорее всего, эта хрень мне понадобится. Мне все еще не была понятна конечная цель своей экспедиции, но уже даже журнал заданий говорил о том, что пора отправляться на новую планету и искать вольфрамид на Дезола или Калидор. Было немного волнительно, прошло не так уж много времени со старта игры, и я не ожидал, что так быстро придется покинуть эту планету. Я решил взлететь на орбиту. Находясь здесь, я, кажется, не мог сделать ничего, кроме наблюдения. А вот когда я решил пролететь на другую планету, увидел, что вокруг меня проработана целая Солнечная система. Это вам не Старфилд с тысячами планет. Это интересно. У меня был выбор лететь на одну из двух доступных планет – засушливый Калидор или скалистый Дезола. Я решил выбрать Дезола. Было что-то такое чарующее в том, чтобы поиграть на очень маленькой планете. С планетарной орбиты можно было выбрать место для посадки. Я не знаю, будут ли они чем-то отличаться, поэтому просто решил приземлиться недалеко от странного артефакта. Быть может, в этот раз я смогу подключить к нему питание. Я почему-то не был готов к такому. Надеялся, что и в этом месте меня будет ожидать небольшой жилой комплекс, а по итогу я оказался лишен абсолютно всех благ, что были доступны мне на предыдущей планете. Но на самом деле это место стало для меня отличной проверкой того, чему я научился за все это время. Сначала я разровнял почву, в карьере не особо много места, но оно кажется немного уютным и почти со всех сторон прикрыто скалами. Здесь солнце пряталось за горизонт еще быстрее, и казалось, что ночь длится дольше, чем световой день. Делать было нечего, хорошо хоть у меня осталось несколько опор для прокладки кислорода. Рядом были большие уламки корабля, и двигаясь туда, я увидел спуск в пещеру. Медленно я продвигался вниз, прокладывая себе плавный спуск. Мне повезло, то место было богатым не только на знакомые мне руды, но здесь же был и вольфрамид. А вот соединений самой базовой и часто встречающейся руды тут не оказалось. Я нашел яшмовую пешку в этих пещерах, не знаю, что мне с этим делать, но что-то подсказывало мне, что можно будет построить большую шахматную доску. Звучит бредово, но игра выглядит достаточно необычно, чтобы в ней можно было провернуть что-то подобное. Выбравшись наружу, я залез в разбитый шаттл. Внутри сломанного корпуса лежал вольфрам, какой-то реактивный трамплин, звучало это очень интересно. Это оказался небольшой ускоритель, позволяющий взлетать на не очень большую высоту. А еще здесь лежала маленькая солнечная панель. Я решил пойти в противоположную сторону, чтобы с высоких скал осмотреть окрестности, и, вуаля, большое месторождение соединений.
Сначала было трудно представить, как мне следует развивать базу, ведь теперь за ручку меня уже не вел никто. Оказалось, что я могу свободно переносить свой шаттл и, быть может, следовало бы сразу выбрать какое-то место получше. Но я так подумал... Ладно, и так сойдет. Пока что у меня был только маленький принтер. Энергию шаттл не вырабатывал, так что я установил солнечную панель. Сразу же начал печатать средний принтер, ведь это база. Немного поменял расположение этой цепочки инструментов, и я уже успел пожалеть о том, что выбрал такую маленькую планету. Световой день длился здесь преступно мало. Вот стоило мне отбежать от базы, как опять взошло солнце, а это значит, что 100-дневка пройдет быстрее. Из добытой смолы я сделал среднюю платформу для нового принтера, и угадайте, что дальше. Дальше большой принтер. Я немного увлекся и не заметил, как запас кислорода истощился целиком. Добраться домой целым у меня была надежда, но... И по мне стреляли, и я упал в лужу блядь. Я забрал свои пожитки, благо что умер я недалеко от базы. Позорная смерть, но зато теперь я буду знать, как долго наш герой может задерживать дыхание. Сразу же я сделал пак кислородных опор и повел их в сторону соединений. Дожидаться восхода солнца, чтобы начать печать большого принтера, это было такое себе. Я вспомнил, что когда-то делал маленький генератор, что работал на органике. А еще я помнил, что в моем рюкзаке валялся желобок. Я разломал растение неподалеку и пересадил его на место рядом с генератором. Пока сходил за смолой для печати платформы для принтера, растение выросло, и я поставил на него желоб, добывающий эту самую органику. Если я когда-то построю руку-манипулятор, и она сможет автоматически перезаряжать генератор топливом, то это будет прям очень круто. Наконец-то я придумал хоть какое-то применение для автоматизации базы. Я начал строить платформу для заказов Экса, изначально думая, что это та установка, где я брал и сдавал квесты за награды, но это была не она. Для чего служила эта вещь, сразу было непонятно, но когда я увидел места для крепежа обломков, а после еще и обучающую статейку, все стало понятно. Сюда сдавался переработанный лом, за который можно было получать уникальные награды. Пора уходить в промышленность. Я распечатал печь и платформу под нее. В этот раз мне хотелось сделать базу немного получше и удобнее. К тому же, как минимум, запитать ее достаточным количеством энергии и попытаться автоматизировать некоторые процессы. Мне понадобился сфалерит. Это та порода, из которой делался цинк. Не переживайте, я и сам то и дело забывал, для чего нужен каждый из этих металлов. Энциклопедия писала мне, что на этой планете он добывается не в пещерах, а в горах. Ну и я подался в горы. Нашел аммоний и на всякий случай его добыл. Потом решил попробовать сделать центрифугу почвы. Может ли быть такое, что на этой планете рецепты в центрифуге изменятся, и я смогу добыть что-то новое? Мне критически не хватало энергии на производство, и этот малюсенький генератор запитывал все лишь наполовину, из-за чего рабочие процессы удлинялись. Пункт заказов я пока выбросил подальше, а центрифугу сразу же заполнил, и рецепты здесь были теми же, что и на предыдущих планетах. Чтобы пополнять запасы почвы, я решил прямо напротив базы начать рыть широкий тоннель куда-то вглубь, под не особо крутым уклоном. Быть может, я случайно наткнусь на пещеры и смогу посещать их на транспорте, сэкономив себе кучу времени. Стекло из кварца я просто выбросил, оно мне было не нужно. Сделал я его просто на всякий случай, а вот из глины мне нужно будет сделать керамику. С ее помощью я создал несколько маленьких ветрогенераторов, напечатал под них большую платформу и пока что в таком виде подключил все это в общую сеть. Генерировать энергию эта установка то будет, но нужно ее еще где-то хранить. Именно для этого я искал ресурс, чтобы сделать из него маленькие батареи, но все оказалось тщетным. Вместо этого я нашел еще одну батарею в обломках рядом с неизвестной капсулой. Чуть дальше лежал динамит и вместилище под мою станцию, которое я решил потащить домой. Легким движением руки 2 ячейки превратились в 8, а я тем временем, не видя альтернатив, побежал в пещеры искать руду там. Я нашел, где можно было применить найденный динамит. Внутри лежали чипы, довольно редкий ресурс, судя по описанию, но зачем они, я пока не знаю, и очередная шахматная фигурка. 60-й день оказался моим счастливым днем. Я нашел батарею невероятно больших размеров. Она вмещала 512 единиц энергии, и, мне кажется, это решит мою проблему с электричеством на долгое время вперед.
Поиски чертового металла продолжались. Я набрел на еще один неразрушенный комплекс. Здесь я обжился еще большим количеством оборудования для выработки энергии. Я понял, что нужную мне руду так просто не найти, придется отправиться в длинную экспедицию. Так что я сделал мой любимый трактор и сразу же один прицеп, второй и третий. Я пытался найти чертеж полигона, как в самом начале игры, где был прикреплен журнал заданий, потому что только там я мог получать награды за выполненные миссии. 2 из платформ я закидал стойками под предметы, а последнюю оставил для возможных руд для исследования и отправился в путь. По итогу стоило мне проехать сотни метров, забраться на очень высокий холм, как я нашел это. По-моему, это именно то, что мне нужно было все это время. Вот и чертов сфалерит. Я нагреб его столько, сколько смогу тащить. Потом начал его переплавлять, правда батареи, ради которых я искал его, мне уже фактически были не нужны, но в то же время я выполнил задание по добыче этой породы, а потом решил вернуться домой. Топлива двигателя хватило как раз на дорогу домой, правда я приземлился немного не там, и путь домой выглядел приблизительно так. Оказалось, что двигатель заправить больше будет нельзя, он превратился в лом. Я забрал награду в виде полевой базы, еще одного движка и мини-генератора энергии, который работал безостановочно и никак не зависел от окружающей среды. Ему не нужны были ни солнце, ни ветер. А это на самом деле очень круто. Движок я сразу поставил и... День длился непривычно долго. В награду за какое-то случайно выполненное задание мне дали декоративный цветок и... А вот эта хрень выглядела очень странно. В описании указывалось, что ее нужно будет активировать подальше от лагеря, и я так и сделал. По силуэту это было похоже на какой-то поезд, что ли. В действительности же это оказалось уламком лаборатории. Здесь был лабораторный журнал, но чтобы открыть доступ к нему, мне пришлось вернуть станцию к жизни, установить кислородный генератор и запитать станцию. Как хорошо, что у меня с собой как раз был генератор. Записи говорили о ходе эволюции, исследования и приручения каких-то существ, называющихся галастроподы. Мне начало казаться, что в будущем меня будут ожидать опасности покруче смертельной флоры, но, возможно, я ошибался, ведь речь тут шла об улитках. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Кажется, их можно было приручить, ведь мне подарили террариум и отправили сканировать 5 раковин в лесном биоме на этой планете. Чтобы террариум был пригоден, его нужно было заполнить целой кучей ресурсов, из которых у меня была только земля. Я думаю, это задание из тех, которые выполняются в последнюю очередь, ведь хоть базовые принципы игры я уже понимаю, но все еще неизвестно, как будет развиваться мое прохождение. Пока что казалось, что мне придется бесконечно летать с планеты на планету в поисках редкого ресурса, что звучало не очень так уж интересно, ведь придется перевозить ресурсы с планеты на планету, а их в игре очень много. Я опять приземлился не там, да ёп... Установил полевое убежище, в нем был небольшой кислородный генератор и даже маленький генератор энергии. Только сейчас я наконец-то добыл вольфрамид, чтобы выполнить очередное задание. Я даже смог получить награду за него прямо из меню рюкзака, только вот куда мне отправили эту награду, я так и не понял. Когда я вернулся сюда на шаттле, то заметил, что некоторые ресурсы пропали, поэтому, как видите, я сделал большой склад под хранение. Этого все еще казалось маловато, но все самое ценное я в него сложил. Настала пора попытаться активировать эту дьявольскую установку, чем бы это ни было. Одного лишь генератора и малых батарей, очевидно, не хватило для запитки этого устройства, но вернувшись домой, я захватил свой козырь.
Через взаимодействие со странным объектом открывался какой-то планетарный интерфейс. В нем было 3 ключевых узла. Очевидно, эта штука была одним из них, а 2 другие были неактивны. Скорее всего, центральный узел находится в ядре планеты, подумал я, но все еще было неясно, для чего эти штуки нужны. Почему-то только сегодня я открыл для себя кислородный бак, дающий мне такие нужные секунды автономности без источника кислорода. Я увидел в чертежах hoverboard. Это звучало очень интересно, но откроется он лишь после выполнения какого-то определенного задания, а ближайшим моим заданием было погружение в глубины планеты ради малахита. Я построил камеру для исследований на всякий случай, ведь байты после открытия рецептов расходятся очень быстро, а потом понял, что путь мой будет лежать глубоко под землю этого круглого шарика. Началась экспедиция к центру Земли. Постепенно я добрался до мантии Земли. Порода стала немного тверже, но я установил себе набор небольшую модификацию, чтобы справляться с ней было хотя бы капельку легче. Я спускался вниз, даже не будучи уверенным точно, смогу ли я добраться к ядру или нет. Когда я увидел вот эту огромную пропасть, уверенности у меня слегка прибавилось. И на самом деле здесь был один очень интересный момент. Казалось бы, что я прокладываю прямую диагональную линию просто вниз, но на самом деле это было не так. Каждые несколько десятков или сотни метров я немного повышал угол наклона, ведь копая я прямо, рано или поздно я бы просто выбрался наружу в другой точке планеты. А для того, чтобы попасть к ядру, мне приходилось эту прямую загибать вниз, и чем ближе непосредственно к ядру я находился, тем чаще это приходилось делать. Еще пара дней и, кажется, это оно. Это планетарное ядро. Мои поверхностные знания физики школьных лет и случайные отрывки информации подсказывали мне, что чем ближе к ядру, тем сильнее должно быть притяжение. Так что я продолжал осторожно прокладывать себе тропу, пока не уперся в его основу. Внешняя оболочка напоминала паутину, но где-то там за ней было еще что-то, и я попытался разглядеть, что же именно там находится. Кажется, там был такой же интерфейс, как и в той штуке на поверхности, вот только спускаться вниз мне было страшно, ведь как я потом выберусь на поверхность? Фактически сила притяжения здесь была наоборот ниже, чем на поверхности. Я решился прыгнуть в самый центр ядра, если честно, не надеясь выбраться оттуда живым. Меня настолько распирало любопытство, что я был готов отдать за него все свои ресурсы. Передо мной была подставка под какую-то вещь, но это было не то, что я видел, подглядывая сюда из внешней оболочки ядра. Благодаря реактивной тяге мне удалось подлететь достаточно, чтобы гравитация приклеила меня к противоположной стенке этого образования. На постаментах красовался треугольный знак, и, долго не думая, я заглянул в энциклопедию игры. Это был цинк. Очевидно, на эти платформы следовало положить цинк, но а как мне теперь отсюда выбраться? На самом деле все оказалось легче, чем я думал. Гравитация здесь была искажена, и, вы видите сами, я мог передвигаться практически по любой плоскости. По итогу, отскочив от вертикального кристалла, я приземлился на внешнюю оболочку ядра, и, забавно, ведь все это время я даже не думал о кислороде, какое же счастье, что он здесь был не нужен, хоть это тоже было странно. У меня было такое ощущение, что это не природное ядро планеты, а механизм, которым его заменила какая-то цивилизация. Я поднялся наружу, выплавил цинк и вернулся обратно. Трактор я оставил подальше, чтобы случайно его не уронить. Мне повезло, ведь платформ тут было 3, а цинка я взял лишь 2 стака. Тем не менее, для активации этой штуки достаточно было и одного. Вот только у меня закончился ускоритель, чтобы взлететь. Я попытался попрыгать, подняться на стол, чтобы прыгать выше. По итогу же и здесь в том числе я смог побежать прямо по стене. Активировав поднявшийся камень, я увидел уже знакомые мне узлы планеты. Вот только почему-то предыдущий активированный узел все равно был тусклым. Пришлось выбираться отсюда пешком. Я активировал узел на поверхности планеты, и это было что-то вроде телепорта. Причем вернуться обратно на поверхность из ядра я уже не смог, остальные узлы снова потускнели. Я не понимал, как это работает и зачем вообще мне нужно телепортироваться в ядро, ведь ничего полезного здесь по сути не было.
Но это путешествие к центру планеты дало мне нечто большее. Оно буквально захватило все мое внимание и весь мой интерес. Схожие чувства я ощущал, когда проходил сюжет No Man's Sky с его атласом и невообразимыми словами о бесконечных реальностях. Несмотря на то, что экспедиция к ядру не дала мне никаких ощутимых либо материальных, что ли, результатов, и то, что 100 дней уже подошли к концу, я знал, что это еще не конец. Я решил пробыть в этом мире еще пару-тройку дней и отправился в путешествие на противоположный полюс, чтобы активировать последнее звено. Такими и были мои 100 дней одиночества в Астронир. Это было поистине чарующее и загадочное приключение, оставившее для меня, если честно, больше вопросов, чем ответов. Ведь я все еще помню о том странном артефакте, разрушающем целостность мира. Жаль только, что приключение по итогу оказалось таким коротким. Что поделать, таковы условия формата. Безусловно, я был бы не прочь сделать продолжение, если это видео вам понравится, но, знаете, есть кое-что и хорошее в том, что многое для нас осталось неизвестным. Эта игра мне действительно очень сильно понравилась, и больше всего мне хотелось бы, нет, не пройти ее целиком, мне хотелось бы, чтобы лично вы почувствовали весь этот экспириенс. Так что, быть может, лучше будет, если вы пройдете ее сами, как считаете. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео, напишите комментарий, если вам есть что сказать или спросить, а вообще чаще всего мы общаемся в Telegram или Discord канале. Благодарю всех вас за то, что смотрите, но в частности вот этих ребят за поддержку моего творчества, ведь это дает не только заряд сил и настроения, но и возможность потихоньку улучшать качество контента. Тут 100-дневки, тут песни по играм. До встречи в новых видео.